Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот следки. Такую вот красоту связала. Тунисским вязанием полностью. Советую всем связать. Очень удобная и прочная модель. Хорошо, долго носятся. Значит, вязать я буду крючком номер 3 в этот раз. Пряжа у меня в 100 граммах 250 метров. Это турецкий акрил. Вы можете вязать любой пряжей, любыми цветами. Если метраж более-менее подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Основной цвет у меня красный, немножко белого, желтый, немножко зеленого. Значит, на размер 38-39. В процессе вязания на 37, на 40, где сколько петель набрать, я это озвучила все. По длине от мыска до пятки. Сейчас сразу замерю. Процесс вязания также отвязанные детали измеряла в сантиметрах. 24 сантиметра до пятой. Ну вот, схему выведу на экран. А также можно ее взять в сообществе на канале. Ну вот и все. Всем приятных просмотров. Берем крючок, немножко терпения, идем вязать. Тунисский крючок номер 3. Набираю цепочку из 18 петель на размер 40. У меня 38-39. На размер 40 наберите 20 петель, на 37 ставьте также. Потом, когда будем делать прибавки, расширять, там я уже по ходу вязания скажу, наберем поменьше на 37. Так, сильно не затягиваем, потому что этот нам ряд потом будет нужен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Первый ряд провязываю. Ввожу крючок в каждое звено. Захватываю ниточку, вытащила петельку. И так до конца ряда. Последняя петля, вытащила. Захватываю нить и по 2 петли я возвращаюсь обратно. Следующий ряд буду вязать с прибавками. Значит, сейчас вместе с кромочной провязываю 4 петли. Первая на спице 1, 2, 3, 4. Делаю один накид на себя, набросила, одну провязала, и опять набросила. Чтобы потом не потерять, можно даже здесь поставить маркер. Теперь средние петли по мыску у меня будет 8 петель. На размер 40 будет 10. Набирали 20, оставим здесь 10 на 40. Так, набросила. На 37, как я уже говорила, провяжите также. Провязываю средние 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала середину. Опять один накид. Набросила. Одну провязала. Одну добавила. Набросила. Осталось 4 петли. Провязываем. 1, 2, 3. И последнюю я ввожу крючок под крайние 2 дужки. Захватила. Вытащила. Возвращаюсь в начало ряда. По 2 петельки протягиваю. Захватила. 1, 2 протянула.
Следующий ряд точно так же вяжем теперь, расширяем мысок. Первая на спице, теперь боковые петли у меня будет 5 петель, 1, 2, 3, 4. И вот он у нас прибавка накид с предыдущего ряда. Провязали 5, опять одну добавила, между ними одну петлю провязываю между прибавкой, между накидами, опять одну прибавила. Было 8, теперь стало средних 10. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот он 10 накид с предыдущего ряда. Провязала, опять одну добавила, накинула, одну петлю провязала, опять одну добавила, и боковую часть 5 петель осталось, провязываю 1, 2, 3, 4, вытащила петельку, и кромочная ввела под 2 дужки, захватила, вытащила. Все, возвращаюсь обратно в начало ряда, захватываю нить, через одну протянула, через вторую. Так я буду расширять, пока у меня не будет 50 петель. На размер 40 сделайте 52. На 37 можно на пару петель меньше сделать, но опять же примеряйте плотность вязания, или же можно взять крючок номер 2,5, тогда размер уменьшится. Я вяжу плотно, поэтому вот может быть разница у нас в плотности вязания. Так, пришли в начало ряда. Ой, и опять все то же самое. Теперь у нас что здесь боковая часть? 6 петель образовалась. Провязываем. Одну добавляем. 1, 2, еще немножечко пройдусь. 3, 4, 5. Вот он накид был. Шестая. Опять набросила. Одну провязала. Опять набросила. Провязываем среднюю часть мысок. И точно так же делаем со второй стороны. Так, вот накид подняла. Опять набросила. Одну провязала. Одну набросила. И боковую часть провязываю. Что еще хотела сказать? Сейчас вот, когда мысок расширится, ну, я вяжу плотно, может, поэтому мне тяжело разворачивать крючок. Можно воспользоваться двумя крючками. Довязали до середины, и если там тяжело развернуть крючок, я уже провязываю вторым. Но я по ходу вязания этот метод буду применять, увидите потом. Значит, смотрите. Я расширила 50 петель у меня сейчас будет, потом перейду к узору. Последние 2 ряда я провязала один зеленым, один красным. Зеленым можно этого не делать, потому что потом подвязывать зеленую нить, много хвостов остается, поэтому последний ряд, когда будет 50 петель, можно сразу провязать красным цветом, а потом перейду к узору. Значит, сейчас я довяжу, пока у меня не будет 50 петель, к вам вернусь. Закончила я расширять мысок. 50 петель у меня. Последний ряд провязала красным, перед этим зеленым. Но, как я уже говорила, можете только красным провязать. Вот такая вот деталь получилась. Значит, сейчас продолжаю вязать. Перехожу к узору. Для этого я вот нарезаю нитки по 2 метра, где-то по 3 метра, чтобы потом не делать больших протяжек и чтобы нитки не путались. Я просто в конце каждого ряда нитку вытягиваю. Вот так вот я делаю. Вязать я буду вот такую схему нарисовала, составила. Значит, на каждый узор я подвязываю разную нитку. И потом вот, чтобы не делать протяжек,
провязываю из разной нитки, вот так вот скажу. Схема будет в сообществе на канале, можно взять, а также остановить видео, сделать скриншот. Поближе ее перенесла. Как раз я здесь сделала на 50 петель. Потом здесь у меня будет разъем. Я перейду на 2 боковых части вязать буду. Ну вот так. Значит, сейчас первый ряд начинаю вязать. Первые 3 петли красным цветом. Все считаю вместе с кромочными петлями. Вот эти вот края. Потом одна зеленым. Это белый цвет. Фон у меня будет красным. Между цветочками в начале по 10 петель. Но сейчас я первые вот эти вот узоры, пока не начнется повтор, сейчас я провяжу. Кто может вязать по схеме, можете сразу вязать по схеме. Так, первая на спице 3 петли красным цветом. 1, 2, 3. Одна зеленым. У меня здесь был зеленый цвет. Я его поднимаю, провязываю. Одна белым. Далее 10 петель красным цветом провязываем. Подтянула, провязываю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять одна зеленым. Так, подвязываю ниточку теперь. Одна белым. Потом все хвосты попрячем. Так, одну зеленым провязали, одну белым провязали. Опять 10 петель красным цветом провязываем. Провязали 10 красным, опять одна зеленым, одна белым. И так вяжем до конца ряда. Опять я подвязываю нитку. Одна зеленым, одна белым. И опять 10 петель красным. Красная нить у меня продолжается с одного мотка. Я ее не нарезаю. Смотрите, вот теперь я вяжу. Дошла до конца ряда. Мне тяжело здесь разворачивать. Скукоживается все вязание. Я пользуюсь вторым крючком. Так что у меня здесь 5 петель. Первым закончила. И остаток на второй крючок переношу. 6, 7, 8, 9, 10. И опять, что у нас одна зеленая, одна белая. Ой, крючок по столу, ну, извиняйте. Одна зеленая, одна белая. И заканчиваем красным цветом ряд. Так, довязала ряд последний 9 петель красным цветом. Захватываю нить, возвращаюсь в начало ряда. Обратный ряд вяжем все по узору, без изменений. Поэтому я первые пару рядов покажу. Далее обратные ряды показывать не буду, иначе видео будет на добрых 2 часа. Был такой вопрос, почему вы не показываете обратные ряды. Но пожалейте меня, это же очень много времени займет. Здесь все без изменений. Красный над красным, белый над белым, зеленый над зеленым. Все вяжется по узору. Ниточки сзади мы перебрасываем, чтобы не было просветов. Так, что у нас здесь белый? Провязываем белым цветом.
Далее одна зеленым, провязываем зеленым. Опять красный цвет. Сейчас я этот крючок сниму, чтобы не тарахтело по столу. Так, вот пересняла и продолжаю вязать опять по узору. Идем обратный ряд. Это у нас был первый ряд узора. Возвращаемся в начало ряда. Так, белым одна. Теперь, смотрите, перебросила, подняла зеленый цвет. Провяжем несколько рядов. Можно будет сразу эти хвостики попрятать, чтобы не мешали. Зеленым провязала, опять красным. Все. Опять дошли до белого цвета, подняли белый. Провязали одна белым, одна зеленым. И так по узору идем в начало ряда. Второй ряд узора. 3 петли красным цветом. Первая на спице, вторую провязываю, третью провязала. Одна белым, одна желтым, опять одна белым. Далее провязываем красным цветом до следующего цветочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Провязали. Опять одна белым, одна желтым, одна белым. Так у нас будет идти весь ряд. Вот нитку я вытягиваю, чтобы не было запутано ничего. Так, одну белым провязали, одну желтым, опять одна белым, переходим на красный цвет. 9 петель провязываем красным цветом и опять повтор. Так вяжем до конца ряда. 9 красным провязали, одна белым, одна желтым, одна белым. Вяжем так до конца. Закончили вязать второй ряд. По узору опять возвращаемся в начало ряда. Каждый цвет провязываем над своим цветом. Красным провязали. Далее что у нас идет по узору? Белый цвет провязали, подняли ниточку, провязали белым цветом. Одна петля белым провязали, одна желтым, одна белым. Провязываем. Так, желтым провязала, белым провязала. Далее опять у нас красный цвет, провязываем. Обратный ряд без изменений. Так, довязываем второй ряд. Это второй, да? Третий ряд сейчас у нас будет. Третий ряд узора. Первые 4 петли вместе с кромочной красным цветом. 1, 2, 3,
4, 1 белым, 1 зеленым, все. Далее все провязываем красным цветом и точно так же провязываем 1 белым, 1 зеленым посреди второго цветочка. Максимально подбирала, чтобы все было попроще, но чтобы выглядело это красиво. Так, белым, зеленым провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель красным провязали, 1 белым, 1 зеленым. И опять повтор: 10 петель красным, 1 белым, 1 зеленым. Так вяжем до конца ряда и далее по узору возвращаемся в начало ряда. Это у нас 3-й ряд. 10 петель красным провязываем, 1 белым, 1 зеленым и опять повтор с красного цвета. Так, довязала я 3-й ряд, 4-й ряд узора, первые 6 петель красным цветом. Первая на спице, 2, 3, 4, 5. Здесь вот эти вот нитки, желтый цвет можно поднимать по ходу вязания кверху, чтобы потом не было больших протяжек. Так, вначале 6 красным провязала, далее 1 зеленым. Это последний ряд узора. В следующем ряду у нас будет повтор, все сначала. Провязали. Далее 11 петель красным цветом. Восемь, 9, 10, 11. И опять 1 зеленым. И так повторяем до конца ряда. 11 красным, теперь 1 зеленым, 11 красным, 1 зеленым. Вот, одну зеленую клеточку довязываем. Зеленым 1 провязали, опять 11 петель красным, 1 зеленым, 11 красным, 1 зеленым. Это у нас 4-й ряд, довязываем его до конца и возвращаемся. Так, 5-й ряд узора. Первые 8 петель провязываем красным цветом. Начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 зеленым. Это у нас, смотрите, начинается новый ряд. Опять все то же самое, только здесь в начале ряда была 1 зеленая петля, а теперь здесь 2. Вот. Все цветочки далее идут у нас одинаковые. Сейчас 8 красным провязали, 1 зеленым и повтор 11 теперь красным, 1 зеленым, 11 красным, 1 зеленым. Так вяжем до конца ряда. 6, 7, 8 провязали. Далее 11 красным провязываем и 1 зеленым. 11 петель красным, 1 зеленым. Семь, 8, 9, 10, 11. После зеленой петли всегда у нас будет идти красная. Далее 1 зеленым. Опять 11 красным, 1 зеленым. Это у нас 5-й ряд. Довязываем до конца, возвращаемся по узору. Закончили 5-й ряд. 6-й ряд узора сейчас у нас будет идти, но у нас идет повтор самого первого ряда. Смотрите, вот он 6-й ряд.
Вот, как мы вязали в самом начале, все точно так же повторяется. Цветочки эти повторяются. У нас получилось просто, что они сдвинулись вот на одну петельку. В каждом ряду вот получилось сдвинулись. А так все одинаково. Вот как вязали в первом ряду. Одна зеленая, одна белая. И вяжем дальше. Так, 6-й ряд. Что у нас здесь в начале ряда? 9 петель основным красным цветом, опять одна зеленая, одна белая, и далее 10 красным, одна зеленая, одна белая, 10 красным, одна зеленая, одна белая. Так до конца ряда. Первые 9 петель провязываем, и далее можно даже без схемы смотрим вниз и вяжем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали, одна зеленым, одна белым. Далее 10 петель красным и одна зеленая, одна белая, и опять повтор: 10 красным, одна зеленая, одна белая. Все точно так же, как вязали внизу. 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязала, одна зеленым, одна белым, и опять 10 красным, одна зеленым, одна белым. Вяжем до конца ряда, повторяем с самого первого ряда. Значит, так я провяжу, повторяя вот эти вот все цветочки, всего начиная от мыска, я вам посчитаю, до разъема у меня будет 30 рядов. Довяжу до разъема, замерю это в сантиметрах, высоту, ширину. Ой-ой-ой. Провязала я мысок, закончила. Вот такая вот деталь получилась. 30 рядов у меня высоту. В сантиметрах это будет 11,5 сантиметров. Теперь перехожу на боковую сторону, продолжаю вязать по узору. Значит, у меня боковая сторона 21 петля. У меня было всего 50, я 21 петлю оставляю. Если размер больше, или вы набирали петель больше, то, соответственно, ставьте на пару петель больше боковую сторону. Значит, продолжаем вязать по узору, где я вот здесь остановилась. Так, вот последний ряд. Первый ряд продолжаю. Значит, изнаночная сторона сразу. Попрятали все хвостики. Вот такое я вот накрутила здесь. Так, провязываю. Ширину не замерила. Так, в ширину. Ну, давайте вот так вот как-то приблизительно замеряем 20 сантиметров. Еще подошва у нас сантиметра 3 будет. Первые 3 петли провязываю по узору красным цветом. Провязываю всего 21 петлю, как я говорила. У вас может быть чуть-чуть больше. 1, 2, 3. Провязала по узору 3. Далее одна белым у меня идет. Если вы вязали вместе со мной, провязали 30 рядов, то у вас узор должен также и продолжаться. Одна белым, одна желтым. Цветочек продолжается. Опять одна белым. Далее провязываю красным цветом до следующего цветочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Опять одна белым, одна желтым, одна белым.
Так, и 3 петли красных. 1, 2, 3. Пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Значит, посередине у меня остается 8 петель. Сделать, если больше, то посередине количество петель уменьшится, соответственно. Все, провязала. Возвращаюсь обратно и продолжаю вязать. Это какая у меня получается, если так смотреть, левая сторона, а если вот так, то от себя правая. Так, опять захватила ниточку и точно так же, как я вязала мысок, продолжаю вязать все по узору. Смотрите, вот эти вот цветочки, я смотрю вниз, и они вот так все у нас поднимаются. Каждый цветочек над своим, только в шахматном порядке расположены. Так, возвращаюсь с начала ряда. Так, пришла в начало ряда и опять продолжаю вязать все по узору. Первая на спице, вторая красным, третья красным. Так, что у нас здесь? Одна белым, одна зеленым. Смотрю на нижний цветочек и провязываю точно так же здесь. Так, одна красным, одна белым, одна зеленым. Опять далее перехожу опять на красный цвет, продолжаю вязать по узору. Так я провяжу до самой пятки. Ах, узел, смотрите, посреди мотка. Так, довязала цветочек, опять то же самое, все провязываем. Одна красным. Средняя петля у нас идет по узору белым. Далее одна зеленым. И оставшиеся петли провязываю красным цветом. 1, 2. И последнюю по 2 дужки ввела крючок. Первый ряд немножко проблематично. Ах, подняла. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Иногда повторно пересчитываю, чтобы нигде не потерять петельку. Все захватила. И по узору каждый цвет над своим цветом возвращаюсь обратно. Значит, последние 4 ряда перед пяткой я провяжу белым цветом. Вот они у меня. Можно довязывать до конца узором, это по желанию. Я последнее провязала белым цветом и пятку также провязала белым, вот, чтобы одинаково было. Значит, у меня будет 28 рядов. Я могу по 2 раза повторять одно и то же, потому что кто слышал, кто не слышал. 28 рядов. Если размер больше, на 1-2 ряда можно провязать больше. Соответственно, если меньше, на пару рядов провязать эту длину меньше. Сейчас я довяжу до пятки. Замерю опять же это в сантиметрах и перейду вязать вторую сторону. Так, вяжем. Закончила вязать одну половину. Закрываю петли теперь. Белым провязала последние ряды. Поднимаю петельку и протягиваю через петлю. Крючок ввела, опять провязала, протянула через петлю. Сильно не затягивайте эти петли, потому что там потом еще будем набирать пятку, привязывать. Так, теперь что мы делаем дальше? Переходим на вторую половинку. Точно так же вяжем. Значит, что у нас здесь? 8 петель отсчитываю, 21 у меня остается. А что я хотела замерить? Еще раз померить, как вам его померить. Давайте тут от верха закручивается здесь. И вот до конца 23,5 сантиметра. Еще пятка будет.
Так, теперь вторую половину точно так же вяжу по узору. Значит, что у меня здесь по схеме? Здесь по схеме, по идее, должна быть после разъема одна петля белого цвета. Я ее не сделала. Ничего страшного. Сразу вот перехожу на средний цветок. Продолжаю вязать вот узор. Я начала перед разъемом и продолжаю вязать этот узор. Так, это у меня сейчас какой? Белая, зеленая. Ну, вот у меня разъем. Белую петлю не провязываю. Сразу так, первую ниточку красную привязала. Протянула. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель красным, а еще одна 10-я. Далее по узору одна белым идет, цветочек начинается у нас, одна белым, одна желтым, одна белым, одна желтым, одна белым. В этом ряду получается у нас только один цветок. Все остальные петли довязываю до конца красным цветом и возвращаемся обратно. Точно так же довяжу до конца, закрою петли, обрежем нить, а потом уже перейду на подошву. Захватила. Все, пришли в начало ряда и продолжаем вязать опять. Все по узору повторяем узор так же, как вязали на мыске. Заканчиваем вторую половину. Я к вам вернусь. Так, дошли до цветочка. Провязываем цветочек по узору. Вот он внизу у нас проходит. Что у нас здесь в конце? Одна белая, одна зеленая. Вяжем. Закончила вязать вторую половину, закрыла петли. Вот такая деталь получилась. Далее переходим к подошве. Подошва у меня будет 8 петель. Если большой размер вы набирали посередине 10, 40 размер, как я говорила в начале, то значит средние 10 петель наберите на подошву. У меня будет 8. Ну, вообще при необходимости можно расширить. Так, белым цветом я начну, провяжу белым, потом перейду на красный. Так как мысок у меня был белым цветом. Подвязала вот сюда ниточку, продела. Сейчас хвостик вот в первую петельку протянула. Узел завязывать не хочу здесь. Так, первую набираю 8 петель. Крючок под 2 дужки. Ой, что-то я здесь туго затянула. Так, крючком обычным подняла. 2. 3. 4. 5. Ой, слетела. Так, набрала 8 петель. Вот последнюю набираю. Теперь возвращаюсь обратно, захватываю точно так же по 2. Возвращаюсь. Так, опять по 2 дужки. Сбоку ввела крючок, вытащила петлю. Так, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на спице. Подхватываю, провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7. И боковую опять под 2 дужки провязала. Ох. Так, теперь переходим вот сюда. Вот поэтому я говорила, сильно здесь не затягивать. Вот так вот крючком вытянула. Вытянула и протянула через первую петельку. Опять захватила и протянула. Так, теперь опять с этой боковой стороны опять ввела крючок, вытащила петлю наружу и вяжем. Четыре, 5, 6, 7, 8 провязала. Вытащила. Сразу соединяю. Вытащила петлю и протягиваю ее через последнюю. Протянула. Опять захватила и возвращаюсь обратно. 1, 2. Что тут у меня? 1, 2 и последняя, третья. Так, по одной буду вязать всю подошву. Сейчас соединю и перейду на подошву. Опять ввела крючок, захватила, вытянула нитку, петлю, провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязала. Опять здесь ввела крючок, подхватила, вытащила, соединила и возвращаюсь обратно. Точно так же на этой стороне. Так, соединяем вот эти вот петли все. Провязала последний ряд, соединила все петли. Теперь сейчас возвращаюсь обратно и продолжаем также вязать подошву. Все вот эти вот боковые петли у меня все здесь должно у вас совпасть. Так, здесь вот этот вот узел потом подтянем, крайнюю петлю заделаем. Так, теперь вот боковой край, боковые петли у нас проходят. Косичка такая. Опять ввожу крючок под косичку, под эту, под 2 дужки. Видно, да? Вытянула. Так, первую мы эту не поднимаем же. Сразу вот петелька. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ввела крючок под 2 дужки, захватила, вытащила нитку, протянула через последнюю петлю, опять захватываю, возвращаюсь обратно. Значит, сейчас закончу белым цветом, подвяжу красный и буду продолжать вязать до конца. Красным не до конца. Вот у меня последние 4 ряда, опять я здесь подвяжу белый, и там я к вам уже вернусь и довяжем, перейдем на пятку. Так,
Вытащили еще раз. Опять крючок ввела. Вытаскиваю. Можно из-под низу, конечно, набирать, захватывать, но я решила вам голову не морочить, так проще провязывать. Следующую провязали. Третью провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последняя у нас кромочная по 2 дужки. Вела крючок, провязала 8 петель. Боковая сторона. Захватили, вытащили нитку, протянули через последнюю. Боковые стороны, куда я залезла. Значит, вяжем подошву. Довяжем ее до конца, соединим все петли, встретимся. Закончили вязать подошву, переходим на пятку. Пятку вяжем точно так же, как мы вязали подошву, закрываем. Можно было, конечно, вот эти вот крайние цветочки и не вязать, все равно эта часть идет на подошву, но что сделано, то сделано. Так, перешли на пятку, вяжем все точно так же. На 8 петлях я продолжаю вязать пятку, закрывать. Крайние по 2 дужки ввожу крючок, опять захватываю, вытащила. Далее в конце, не довязывая 6-7 петель, я сделаю убавки в начале и в конце ряда. По одной петельке убавлю, плавно через пару рядов оставлю всего 4 петли вверху. Так, первые 2 провязываю вместе, убавила. Так, 3 петли осталось, 2 вместе опять провязала. И последнюю по 2 дужки подняла, провязала и присоединяем. Опять крючок ввела, вытащила петлю, протянула через последнюю. Все, захватила петельку, вяжем. Следующие 2 ряда провяжу без убавок, потом еще один раз убавлю. Это будет 6, 2 раза еще. Сейчас 8 было, сейчас 6, 1 раз. Что я совсем запуталась. Так, опять ввела. Так, заканчиваем пятку и убавляем петли. Так, довязала пятку до конца, закрываем опять петли. Так, последняя петля. Так, закрыли. Теперь на спице номер 2, 2,5, то есть белым цветом по всему верху на 4 спицы я наберу петли. Петель у меня получилось много, поэтому я их убавила, оставила 68. В первом ряду, вот сейчас буду провязывать первый ряд, сначала набрала, в первом ряду по одной петельке убавила.
Значит, что сейчас сделаю? Наберу петли. Первый ряд провяжу белым изнаночными. Далее провяжу 1, 2, 3, 4. 4 ряда. 1, 2, 3, 4. 4 ряда красным. Пятый ряд белым. Потом буду делать зубчики. Так, что у нас здесь? Опять крючок ввела под верхнюю кромочную линию. Вот это вот по 2 дужки. Захватила нить. Вытащила петлю на спицу ее. Еще раз. Так, что я сделала? Один ряд я провязала белым цветом изнаночными петлями, набрала и провязала. Далее лицевыми петлями по кругу красным цветом 4 ряда и один ряд белым цветом. Дальше буду вязать зубчиками. 2 петли провязываю вместе. Следующий ряд. Это первый, 4, 5, 6, 7. Это у меня счетчик рядов будет. 2 петли провязываю вместе и 1 накид. 2 вместе и 1 накид. Две провязали вместе, одну набросили. И так до конца ряда. Все 4 спицы так провяжу. Так, пришла в начало ряда. Далее все буду вязать лицевыми петлями. Всего я провяжу, начиная от красного, считала 12 рядов. Так, накид провязываю. Провязала, накид провязала лицевой, все лицевыми. Потом перегнется, перегнем, и вот так вот у нас будут такие зубчики. Значит, вяжем лицевыми дальше. Закончила делать обвязку. Всего высоту в сантиметрах это будет 3,5 сантиметра. Теперь выворачиваем это все наизнанку. Аккуратненько разравниваем, чтобы не было нигде перекосов, чтобы не перетянуло. Так, первая петля на спице. Снимаю петельку со спицы. Подхватываю петлю белая, вот она, это у нас был первый наборный ряд. И подвязываю ее. Один раз протянула и второй раз протянула. Опять сняла одну, вторую подхватила и подвязала. Я вот так вот делаю. И все по одной перемонтируем, попрячем все хвостики. И на этом сегодня будет все. Вот такие вот следочки у нас сегодня получились. Всем спасибо за просмотр. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.